версия и английская версия. Я ее также предоставлю, но уже, грубо говоря, ближе к концу видео. Сейчас я пока на не бесполезно, потому что мобов вам просто за хреново тонну будет запихивать. Собственно, это первая часть. Собственно, вторая часть. Русскоязычная. Голод. Сообщение в следующей таблице содержится в случае, если вы видите. То есть вы должны быть не слепы. То есть у вас не должна быть надета повязка на глаза, вы не должны быть слепы, например, от, не знаю, желтого света, если он вас ослепил, рядом с вами взорвался, либо у вас не кинули кремовый пирог. Для того, чтобы снять, нужно использовать так называемый товел, полотенце называется, главное не проклятое. Собственно, сообщение внезапно исчезает из раковины. Это тип кольца голод. Предмет должен лежать на раковине, сообщение выдается для каждого исчезающего предмета. Некоторые предметы могут сопротивляться, не неся никакого сообщения. Но в большинстве случаев люди рекомендуют использовать еду. Как голод, там, чтобы типа еда, и чтобы она не сопротивлялась ничего. Смеситель на мгновение ярко вспыхивает. Украшение. Ну, украшение — это, по сути говоря, харизма.
зачарования, не различает негативные чары. Ну, собственно, о чем мы говорили ранее, то есть там тоже конституция, силы и так далее. Она сразу, раковина подсказывает плюсовое кольцо или минусовое кольцо. А тут она не подсказывает вам, поэтому вы не можете знать его наверняка. Раковина выглядит как новая. Это тип кольца регенерации. Вы не видите, что с раковиной что-то случилось. Это невидимость. Вы видите, как кольцо скользнуло прямо в канализацию. Свобода действия. Вы видите воздух в раковине. И видите невидимое. На мгновение кажется, что раковина сливается с полом. Это скрытность. Кран горячей воды на мгновенно ярко вспыхивает. Это огнестойкость. Кран холодной воды на мгновение ярко вспыхивает. Это холодоустойчивость. Ну, холодостойкость, так называемая. Раковина совсем не похожа на фонтан. Защита от изменения формы. Раковина мгновенно светится серебром. Это просто защита. Это плюсовая защита. Минимум 0 плюс. Раковина мгновенно светится черным. Это защита минус. Предупреждение. Раковина мгновенно светится белым. Раковина исчезает. Это телепортация. Раковина телепортируется в новое место на том же уровне, который находится в поле зрения, вне поля зрения. На мгновение исчезает, если телепортация не удалась. Кольцо всегда теряется, если телепортация не завершается неудачей. Раковина выглядит так, как будто ее куда-то переносят на борт. Управление телепортом. Раковина превращается в объект. Это полиморф. Раковина с равной вероятностью превращается в фонтан, трон, алтарь или могилу. Кольцо всегда теряется. Раковина мгновенно выглядит как регулярно извергающийся гейзер. Контроль полиморфа. Также стратегия. Опьянение из раковины — это, как правило, опасная игра, не требующая особого вознаграждения. В лучшем случае вы получите кольцо, которое уже можно было получить, пнув его, что гораздо безопаснее. В худшем случае вы получите зелье болезни или противитесь во что-то, что сломает вашу броню. Вероятность чего-то плохого значительно выше, чем шансы чего-то хорошего. С другой стороны, пинать раковину довольно безопасно, если вы достигли 5 уровня отзыва. В Фукубе не представляют серьезной угрозы, могут быть полезны, а кровяные колбаски достаточно медленные, чтобы не убить вас, если вы будете двигаться осторожно. Разумно пинать раковин на уровнях опыта 1-3, так как в Фукубе могут вызвать мгновенную смерть из-за снижения уровня. Но все демонические эти ребята могут снижать вам уровень, и если они его рано или поздно высосут из вас, то вы просто погибнете, потому что если уровень у вас будет ниже первого, то вы просто отъедете. То же самое и с характеристиками, то есть если у вас минимальное значение там около 3 единиц, 3-4 будет, и вы, скорее всего, просто погибнете, потому что минимальное значение достигнет характеристики. Почему и так называемые высасыватели, пожиратели разума, которые они крайне опасны, как и те, кто высасывают уровни. Но опять же, от высасывания уровней можно спастись, используя снаряжение, которое защищает от высасывания. А от пожирателя разума также можно спастись,
потому что это два основных предмета, которые вам очень-очень нужны. Очень много свитков, причем они неопознанные свитки, как вы могли заметить. Нам бы, честно говоря, в идеале их прозвонить. Посмотрим, нажали мы, получается, как он называется, апостроф или палочку, в общем, в левую сторону. И смотрим scroll, и, собственно, у нас мы видим то, что нам не опознали свитки. Смотрим, есть ли у нас еще дополнительные свитки. Для этого открываем нашу сумку, которая у нас присутствует в нашем инвентаре. Чтобы ее открыть, нам надо через команду Apple выбрать сумку, нажать команду так и выбрать Alt-тип и посмотреть, собственно, что у нас присутствует. Как мы видим, у нас присутствует свиток так называемое устрашение монстра Скар. И несколько драгоценных камней. Достаточно большое количество еды и 3000 монет. Что касаемо босса, который против нас будет, ну, не самый сложный босс. Главное, ему не дайте свалить с его этажа. Потому что за ним бегать — это такой геморрой. Я когда не знал этого момента, я вроде подготовился, по крайней мере, по Википедии написано было. Я заблокировал ему выход, то есть свитком устрашения монстра, но он его проигнорировал также он Алберет, полупостоянный. А нужно просто ему заблокировать выход валуном. Если у вас есть свиток земли, либо вы можете его написать, и я рекомендую именно его использовать. Смотрим, что у нас, собственно, еще есть по свиткам. У нас неопознанных достаточно большое количество свитков. Есть идентификация. Она, правда, в основном проклятая. Но свитка земли у нас, судя по всему, здесь нету. Смотрим, есть ли у нас вообще опознанный. Он должен быть опознанный, но у нас он не опознанный. Мы контактировали Скар света. Нет, он у нас не опознанный. Его опознание, скорее всего, слетело из-за того, что мы контактировали с пожирателем разума. Его опознание слетело, поэтому нам придется его заново опознавать, что очень плохо. Это свиток 6 уровня, а уровень там граничит с уровнем амнезии, что очень печально. Поэтому смотрим, есть ли у нас возможность вообще. У нас много свитков идентификации, как вариант прозвонить весь инвентарь. Но для этого нам нужно сделать идентификацию благословленной. А чтобы это сделать, нам нужно, получается, найти много святой воды. Ну, как сказать, много. Там будет одной достаточно бутылки, но нам бы желательно побольше. Смотрим, есть ли у нас вообще святая вода. Вообще есть какая-либо вода. У нас нету воды от слова совсем. Смотрим, есть ли у нас она в инвентаре. В инвентаре у нас ее нету. Смотрим в ящике. В ящике у нас присутствует, значит, собственно, фруктовый сок сейчас можно будет смыть. Блиднес также можно будет смыть. Invisibility можно смыть. Levitation проклятый, скорее всего, мы смоем. Получается, вот уже 4 свитка. У нас также присутствует 3 свитка святой воды. Ну, мы сейчас еще как раз заодно прозвоним еще плюс 4. Проклятая. Проблема в том, что проклятое дополнительное исцеление, которое здесь присутствует, его, чтобы использовать, нужно будет как минимум снимать с него проклятие, а лучше дважды.
Поэтому сложный момент. Я думаю, его, конечно, можно пока оставить, но вот это вот нам надо будет смотреть. Смотрим, есть ли у нас вообще инвиз. Да, мы себя не видим, но мы... То есть, если мы себя не видим, значит, скорее всего, у нас нет видения невидимого. Нам нужна кирка также. Если у нас кирка в наличии, смотрим по своему инвентарю. Кирки у нас в наличии нету. Что очень печально. Смотрим, если она у нас в сумке. Кирка. Она у нас в графе Tools должна быть. Кирка у нас присутствует. Она pickaxe. Собственно, ищем, где у нас присутствует вода. Вода у нас мы на 11 уровне. Вода у нас на 10 уровне. Это, собственно, общий... Ну, собственно, что вы перед глазами видите, это общий данж подземелья, который идет в моем случае. Если вкратце... Тут на каждом уровне, что у меня зареспаунилось. В моем, ну, по основным, если пробежаться, это на 2-м уровне у нас оказались гномы, на 5-м уровне у нас дельфы были, ну, собственно, оракул. На 6-м уровне это у нас переход в Собакан был. На вот 10-м уровне у нас вода сейчас стоит. И на 10-м уровне у нас храмовый священник и портал в квест. Это если по основным. На 16-м примитивная эра. Ну а дальше, собственно, мы до 22 уровня дошли и убежали обратно. Потому что нам нужно проходить квест. Вот, поэтому мы сейчас берем и бежим. Собственно, поднимаем кирку. Смотрим, где у нас вообще, собственно, кирка присутствует. Забираем кирку и бежим. Кирка присутствует в инвентаре, бежим на 10 уровень. Берем... Нам говорят то, что вы вспоминаете, что это уровень воды. Бежим, это... Вот это вот мерзкое существо. Вы не поверите, мой персонаж погиб от того, что его просто парализовала вот такая вот хреновина. Поэтому я недолюбливаю таких вот существ. Если у вас есть возможность их загеноцидить, я рекомендую геноцидить. А самые мерзкие существа это те, которые, опять же, появился как катрис. Можно гекко перекусить. А это оборотень, скорее всего. Потому что он начал превращаться... А нет, не оборотень, смотри-ка. По катриса проверяем наличие перчаток и ботинок, чтобы они на вас были одеты. Собственно, что это, если вы не понимаете? Это гловерс, это ваши перчатки. И бутс, это ваши, собственно, ботинки. Они должны быть одеты на вас. То есть должна быть надпись Vengeance Worn. Собственно, должна быть она на вас одета. Какие они будут, проклятые, не проклятые, это не важно. Важно, чтобы при взаимодействии с кокатрисом, если вы вплотную с ним взаимодействуете, у вас были они одеты. Потому что если вы с ним взаимодействуете вплотную, и вы будете без перчаток и рукавичек, у вас, скорее всего, будет очень печально. Вам, конечно, поможет Лизард, как вы первые 3 графы, собственно, в еде видите. Вам поможет для этого Лизард, но опять же, у вас большого объема его может не быть, поэтому сложно сказать, насколько он будет для вас эффективен. Мы подошли к воде, мы дропаем все, что металлическое. Все металлические предметы, которые у вас присутствуют, все то, что вы не хотите смывать, все стоит дропать. Сейчас мы посмотрим в целом. Еда в любом случае не будет смываться. Палочки также не смываются. Собственно, поушена мы сейчас хотим смыть, и поэтому мы будем нырять вместе с поушенами. Сумку нам также нужно выложить, потому что сумка, она смоется. Проверяем еще раз, что у нас. У нас получается амулет рефлексии, он как бы нейтрален к воде. Наше оружие
так называемый короткий меч эльфийский. Но он из дерева, поэтому он в данный момент прожженный, поэтому ему как бы все равно. Наша шапка, куртка и так далее, все остальное может плавать без проблем. Наш щит у нас он из дерева сделан, поэтому он должен плавать. Смываем его. У нас присутствует на уровне вода. Чтобы сделать эту воду, вам нужно использовать на фонтане кирку знаком больше. И тогда вы сможете... Обратите внимание, это присутствует солдат. Это солдат-ант, это достаточно болезненное существо. Это, я бы даже сказал, крайне болезненное. Особенно, когда они в большом объеме появляются. Это просто эпик фейл становится. Смотрим. Обратите внимание, что вся вода у нас смылась. То есть мы можем смело поднимать предметы, которые здесь лежат, и закидывать в колчан, так называемый. Обратите внимание, на нас напал тролль. Мы дропаем сумку, чтобы у нас перегрузка упала. Что, собственно, за тролль, что из себя представляет? Мы прикладываем к нему стеноскоп и смотрим. Тролль-хаусник. Он 8 уровень, 28 хп. Как мы помним, что у тролля регенерация. Его можно съесть, но он может встать еще, умудриться. И армор класс у него 4. Берем самое сильное оружие, которое у нас есть. Собственно, в нашем случае это стинг. И начинаем его запинывать. У тролля 2 предмета. Это сплит-мел, это тяжелый доспех достаточно. Вообще он, если не ошибаюсь, считается как кольчужка. Ну, то есть она не кольчужка, она как пластилиновая считается. Тролля нужно съесть, либо иначе он встанет. Он может встать когда вы его будете есть, но опять же, лучше от него избавиться. Солдат Анта есть можно, но он ядовитый. Учитывая то, что у нас сытость, я не думаю. Лорд... Ой, блин, как же много народу. Это, собственно, лорд Огров. Что по нему могу сказать? Ну, не самый сильный персонаж. 38, армор класс 3, хаусник. Тут важно у них забрать то, что они могут против вас использовать. Он
Теперь через команду, ну, проверяем то, что мы все как бы взяли, не взяли. Проверяем то, что хотим. То есть она вам дает
камень, грубо говоря, над вашей головой. А вот вне проклятой версии она более лучше. Поэтому есть также приручение, но нам оно не актуально. Destroyed Armor, он хорошая вещь, но его нужно использовать с конфликтом, с конфуженом и неблагословленный свиток, а нужно именно проклятый свиток использовать, поэтому он нам не нужен. Геноцид мы оставим, Goal Detection можно смывать смело, но нам пока он не актуален, мы только что там были. Амнезия обязательно смывать нужно, Goal Detection, как я сказал, можно смывать смело. Проклятый шаржинг мы, скорее всего, будем перекрафчивать. Что касаемо тайминга, ну тайминг можно в принципе оставить, не самый плохой свиток. Агрессивные монстры, ну сомнительное решение, учитывая то, что мы идем на уровень квеста, не самое лучшее решение. Телепортация хороша, не везде работает. Free Action хорошее кольцо, стоит оставить, но конфликт тоже хорошее кольцо. Оно, я бы даже сказал, прямо одно из желательных колец, поэтому два этих кольца стоит оставить. Potion Invisibility, ну, по понятным причинам, он нам не актуален в данный момент. Все, собственно, убрали.
так называемый пожиратель разума. Причем желательно и пожиратель разума в первую очередь вообще.
Вам может вообще все зелья, они помимо своего эффекта, который он дают, мы, например, не знаем, что это за эффект. Как вариант, кстати говоря, можно попробовать его сейчас выпить будет. Помимо эффекта, который они, собственно, дают вам, они дают еще возможность того, что, ну, я про них в отдельном ролике рассказывал, если интересно, вылезет призрак, который при убийстве, если вам повезет, оставит свой труп, который вам может дать уровень персонажу. Ладно, мы проверяем последний раз инвентарь, чтобы было все как можно меньше лишнего мусора, как можно больше ценного. Драгоценные камни, я думаю, нам стоит выложить. Хотя можно было, в принципе, в торговцев покидать их, чтобы они от нас отвалили. Но это... Драгоценные камни мы выложили. И сразу вес облегчился. Удивительно. Нам просто нужно максимально облегченный вес. Почему? Потому что там большое количество мобов. Ну и плюс большое количество еды, не еды и так далее. То есть всех предметов, которые мы можем оттуда вытащить. Поэтому нам нужно максимально облегченным туда идти по весу. Но опять же, это будет не в этом выпуске, это будет позже. Ладно, всем спасибо. Всем пока.